Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. И сегодня мы поговорим с Михаилом Самусем, военным экспертом. И поговорим мы о том, что происходит на линии фронта и что происходит с помощью Украины с международной стороны. Михаил, добрый день. Здравствуйте, рад вас видеть. Подписывайтесь на соцсети Михаила, они будут по ссылке в описании к этому ролику. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Михаил, первый вопрос, конечно, я понимаю, что не совсем как к военному эксперту, но тем не менее вы такой военно-политический эксперт. Выход Байдена из выборов, это хорошо или плохо для Украины? И есть ли вероятность, что начнут давать больше оружия, как, кстати, сказал генерал Ходжес, что после выборов вам начнут давать больше оружия? Я не знаю, почему он так сказал, тем не менее. Возможно, генерал Ходжес имел в виду как раз после выборов, когда уже будет новый президент и будет более четко понятна международная обстановка с точки зрения позиции Соединенных Штатов. Потому что на данный момент, во всяком случае до того, как Байден отказался от участия в выборах, именно администрация Байдена, позиция администрации Байдена была самой контрпродуктивной с точки зрения поддержки Украины. Во всяком случае, саммит НАТО показал, что страны НАТО, кроме Соединенных Штатов и исходя из своих уже позиций Германия, но я думаю, что Германия могла бы повернуть и в совершенно противоположную сторону, если бы Соединенные Штаты имели другую позицию. Именно Соединенные Штаты были против приглашения Украины. Это геополитически очень неправильно, и именно вот такая позиция, она и формирует, проявляется, вернее, в том, что нам не разрешают бить по российской территории, нам не, скажем так, не ускоряют нам поставки и не увеличивают категорически объемы поставляемых вооружений со стороны Соединенных Штатов. Во всяком случае, не видно, чтобы у нас были десятки тысяч атакамсов или пошли эшелоны с танками и патриотами. Я просто напомню, что именно Соединенные Штаты владеют самым большим арсеналом, комплектом зенитно-ракетных комплексов Патриот, а при этом администрация Байдена просит Румынию, у которой один комплекс был в готовности, чтобы Румыния свой отдала. И тут очень сложно объяснить это все. По поводу того, как повлияет снятие... Я извиняюсь, я хотела напомнить нашим зрителям, что вы можете задавать нам вопросы, но мы успеваем ответить только на те вопросы, которые вы задали в первые 5-10 минут эфира. Все последующие мы не успеем взять, поэтому пишите ваши вопросы прямо сейчас. Продолжайте, Михаил, извините. Да, дело в том, что как повлияет снятие Байдена с выборов. Могут быть разные варианты. Например, нам хотелось бы, конечно, что когда Байден сейчас официально становится хромой уткой, как это в американской политике принято называть, то есть президент, который уже не претендует на избрание на второй срок или не идет на выборы, то есть у него фактически нет сейчас электоральных каких-то обещаний, ограничений. Ну, понятно, что человек, который хочет пойти на второй срок, хочет переизбраться, он, естественно, пытается понравится электорату и принимает решения в зависимости от того, как настроен электорат. Сейчас же у Байдена, в принципе, карт-бланш. Ему вообще все равно, как на это все будет реагировать электорат. Ну, естественно, если он себя признает участником кампании Камалы Харрис, ну, которая будет, скорее всего, выдвинута на кандидата от Демократической партии, если он, скажем так, подчинит свою деятельность президента под предвыборную кампанию Харрис, тогда это одно. Если же он все-таки решит действовать как президент Соединенных Штатов, без всяких ограничений предвыборных, особенно не своей кампании, тогда у нас есть шанс, что Байден, в принципе, мог бы принять очень смелые и жесткие решения. Но, во всяком случае, разрешить бить по российской территории. Во всяком случае, передать нам увеличенное количество тех критически важных вооружений, которые необходимы нам сейчас, а не в 25-м, 26-м или в 30-м году. Поэтому варианты могут быть разные. Но, опять же, мы же понимаем, что все это зависит от того, что творится сейчас в команде Байдена, в предвыборной команде технологов, которые работали в команде Байдена предвыборной, то есть как кандидата. Сейчас им нужно будет переориентироваться на Харрис. Все это с колес сейчас будет
переформатироваться. Я, например, не могу сказать, а какая платформа вообще Камалы Харрис во внешней политике. Я никогда не слышал, чтобы она выражала какую-то свою позицию. Если она выступала на внешнеполитическую тематику, она просто повторяла то, что говорит Байден. То есть, ну, фактически она ни одной мысли, которая бы отличалась от Байдена, не говорила. И, в принципе, говорила в том смысле, что мы будем, да, продолжать ту политику, которая осуществлялась. Если она так скажет, то это будет, конечно, для нее не лучшим, скажем так, выбором, потому что она все-таки должна сформулировать свои подходы, свои какие-то идеи и так далее. Особенно на фоне Трампа, который агрессивно уже объявил о своей платформе, о своей программе, в которой расписаны, понятно, что больше там идет на внутреннюю политику, американоцентричную, но там в том числе говорится и о восстановлении мира в Европе, как они там сказали коротко, и остановить войну, и стать лидером энергетики и придушить Китай и так далее. Это важные аспекты, которые, понятно, это все предвыборная гонка, там очень много популизма, но это как бы показывает, что хочет Трамп. Что хочет Камала Харрис, непонятно. Если она просто скажет, я буду как бы Байден, только вот в таком обличии. Но это будет означать, кроме всего прочего, если отвечать на ваш вопрос, что, в принципе, Байден может и продолжить ту же политику, которую он проводил до того, как снял кандидатуру. То есть, фактически, если Камала Харрис заявит, что она будет просто продолжать политику Байдена, тогда политтехнологи команды Байдена-Харриса, сейчас просто Харрис, просто скажет, что, ну, извините, но нам любые резкие движения со стороны Байдена как президента, которому, в принципе, лично уже все равно, но своими резкими движениями он может навредить нашей компании. Нам нельзя допускать никакой эскалации, нам нельзя допускать никаких резких движений со стороны Украины, поскольку это может привести к ухудшению позиции Харрис, которая и так не блещет, скажем так, и не на большом позитиве. Поэтому я, например, все-таки больше скептически отношусь к тому, что Байден может изменить резко свою позицию. Он слишком зависит от своей команды, которая стала командой Харрис. Есть такая, правда, мифология, ну, то есть на уровне мифологии, на уровне таких вот мыслей, да, в экспертной среде, что есть Салливан, например, там условный Салливан Бернс, который выступает за деэскалационный формат политики и стратегии администрации Байдена сейчас, кандидатки Харрис, а есть Блинкен, который выступает за более жесткие позиции. Вот интересно просто, если Блинкен не войдет в команду Харрис, а выберет какую-то свою дальше политическую карьеру. Он человек перспективный, он, в принципе, лидер по своей натуре. И поэтому это может повлиять действительно в более такую сторону ужесточения, в сторону радикализации позиции Байдена. И это может привести к тому, что Байден начнет выступать против команды, предвыборной команды, скажем так, условно, предвыборной команды. Если же Блинкен останется в команде Харрис, тогда, понятно, никаких изменений не произойдет, то есть ему просто запретят делать какие-то резкие движения, я имею в виду и Блинкину, и, соответственно, Байдену, и вот эта позиция Салливанщина, вот эта вот, она будет сохранять основу и политики администрации Байдена, и формировать предвыборные позиции Харрис. Ну, давайте сначала дождемся выборов. Мы пока не знаем, кто победит из кандидатов. Как всегда в Америке это все там на уровне нескольких процентов, да, наверное, будет. Поэтому давайте дождемся все-таки результатов гонки, чтобы понимать, что будет. Скажите, я не знаю, есть ли информация, 20 июля в Киевской области сбили ударный дрон нового типа. Это что, были какие-то испытания в новых условиях? Что это был за дрон? Вам что-то известно? Ну, дело в том, что Россия может испытывать различные дроны, и я не знаю, был ли этот дрон ударный, он больше похож все-таки на разведывательный дрон. То есть, возможно, Россия испытывает свои дроны с целью разведки. Сейчас вот это вот ожесточение, борьба между
российскими разведдронами, которые пытаются залезть все глубже и глубже в центральную Украину, фактически далеко за линию фронта, и наводить в том числе баллистику по важнейшим объектам военным вооруженных сил Украины, в том числе аэродромам. Так как мы говорим о периоде, скажем так, прихода F-16, это просто критически важный момент. То есть Россия пытается, очевидно, у них нет возможности проведения такой активной спутниковой разведки в реальном масштабе времени, у них ограниченные возможности. Правда, появляется информация, что Китай может помогать, но здесь для Китая очень рискованно. Если они действительно будут делиться онлайн режиме спутниковой развединформации, то здесь они могут нарваться на резкую реакцию международного сообщества и получить санкции для своего IT-сектора и Слушайте, кстати, по производственного поводу сектора. Китая. Кулеба едет на 4 дня в Китай. И вот в русских пабликах они все как бы возмущаются, что это слишком долго, какая-то слишком длительный визит. Ну, конечно же, там Олег Царев и подобные предатели, пропагандисты рассказывают, что, наверное, украинцев будут там принуждать к какому-то миру. Но мне кажется, что 4 дня это не для того, чтобы принуждать. Не, это будет принуждение, но это будет принуждение Китая приехать на форум. Тут очень интересная ситуация. Просто многие отказываются смотреть на картину, общую картину маслом. То есть опять вы сказали, посмотрим, кто победит. Давайте смоделируем на секундочку победу Трампа. То есть я еще раз повторюсь, если победит Харрис, я вообще не знаю, что будет делать Соединенные Штаты во внешней политике. Боюсь, это будет какая-то ни рыба, ни мясо, и сложно все это будет. То вот с Трампом все проще. У Трампа в программе открыто написано, во-первых, drill baby drill, то есть они зальют нефтью мировой рынок, и нефть упадет. Это удар по российской экономике. А по поводу Китая там четко написано, Китаю будет объявлена торговая война. То есть Китаю будет запрещено, там очень большие ограничения на вообще торговлю с Китаем будет, удар по китайской экономике, санкции и так далее. Вернее, это будет называться не санкции, это будет просто называться война торговая. Трамп сказал, он слово санкции он не любит. Ну окей, пусть называют это как-то по-другому. То есть что получается? Китай, который надеялся, например, то есть Китаю-то администрация Байдена и Харрис выгодны, они не осуществляют каких-то резких движений, они просто выражают глубокое занепокоение. А глубокие занепокоения китайцам очень неплохой инструмент, который вообще никак не задевает. А вот действия Трампа в условиях, когда в Китае экономика не в лучшем состоянии, скажем так, и вот эта вот позиция, что мы типа будем над схваткой, мы подождем, как там все решится, когда Соединенные Штаты начнут загибаться, и мы тут придем, заберем все Европу, заберем Украину, Россию, Соединенные Штаты вообще загоним за Можай и заживем в очень хорошем китайском мире. На самом деле не получается, то есть позиция Трампа, она совершенно противоположна вот этому замыслу Китая. И если Трамп приходит к власти, ну опять же на секундочку представим эту ситуацию, и начинает бить по экономике Китая, то для китайцев наступают очень тяжелые времена. Тем более они там с Россией в одной обойме получается, ну, не очень хорошо. И сейчас, например, у Китая какой есть шанс? Единственный. Как-то попробовать запрыгнуть куда-то, ну, не в нейтральную полосу, а хотя бы даже на сторону добра. Это попытаться через Украину продемонстрировать, что они на самом деле миротворцы, и они даже каким-то образом могут помочь Трампу установить мир. Вот смотрите, вот Кулеба приедет и скажет, вот если вы на второй саммит мира приедете, то мы можем потом похлопотать перед Трампом, если что вы не такие плохие, что, например, не вводите на 60% сразу tax на китайские товары, а 55%, а может даже и 40%. То есть как-то оттянуть, а можно там и вообще как-то сесть за стол переговоров и более мягко все это сделать, договориться и по различным сферам и так далее. То есть здесь на самом деле Украина играет первую скрипку. Как бы это ни казалось сейчас странным, и скажут, да это все выдумки. Китай такая мощнейшая страна, это просто страна, которая уже, многие говорят, конечно, по экономике уже все, Штаты там обогнали, они там сейчас
Посмотрим, что будет очень скоро. Кто кого обогнал. Надо просто помнить, что Китай это не капиталистическая страна с рыночной экономикой. Это страна победившего китайского коммунизма. А коммунисты это не лучшие управленцы. Да, они, скажем так, с помощью транснациональной корпорации добились определенной эффективности и попытались даже своих отцов-основателей сейчас немного подвинуть. Но на самом деле это все очень контрпродуктивно. И еще раз подчеркну, если победит Трамп, то ситуация может резко повернуться. И Китаю станет не до того, чтобы как-то там России помогать или еще какие-то там козни строить в Европе или еще что-нибудь. У них будут свои проблемы. И до этого срока осталось не так много времени. Тут в объемах, скажем так, исторического развития вообще ничего. Поэтому Китай может уже начинать беспокоиться. Здесь Кулеба может предложить действительно, вот если вы покажете, что вы не на стороне России, а это можно сделать, приехав на саммит мира, то на определенном уровне, например, на уровне министра иностранных дел. Это как бы не супер там политический уровень какой-то, но с другой стороны вы покажете, что вы действительно не на стороне России, потому что в финальной декларации саммита, помните, что написано? Что Китай это пособник, там так и написано. Китай это пособник России, и НАТО призывает Китай остановиться, избежать того, чтобы наделать ошибок, а потом кусать локти, потому что Европа может закрыть рынки. Это еще говорят, скажем так, не трамписты. Это говорят еще очень мягкие люди, которые с Китаем не собирались на самом деле как-то там жестко ссориться. Поэтому те люди, которые говорят, сейчас Китай будет нас уламывать, извините меня, а вы можете назвать хотя бы один рычаг, которым Китай нас может уламывать? Что они нам... они могут сказать, мы запрещаем вам мавики поставлять. Может быть. Может Да быть. нет, мне кажется, что это просто русская пропаганда рассказывает о том, что Китай будет уламывать. Я уверен, что русская пропаганда рассказывает, но если спросить людей у нас, они скажут, не может такого быть, чтобы это Украина сейчас что-то рассказывала Китаю. Это Китай нас будет уламывать на какие-то уступки, переговоры, сдачу территорий. Нет у Китая сейчас рычагов, чтобы давить на Украину. Нету. Китай находится на пороге больших проблем. Да, им на самом деле теперь точно, мне кажется, стало выгодно закончить войну. Мне вот мои коллеги американцы говорили в самом начале, что им эта война не выгодна, но потом, мне кажется, мнение мое тоже поменялось. А вот сейчас, перед угрозой Трампа, так сказать, им выгодно как раз закончить. Китаю выгодно все, что ослабляет США плюс западный блок. Вот все им выгодно. То есть, понятно, они хотели бы, им как война невыгодна. Если бы Путину за 3 дня удалось Киев взять, конечно же, выгодно. Потому что Китай бы получил доступ на украинскую территорию. Потому что Янукович бы, например, там, это сейчас уже фантастика, но приезжает Янукович. Он же им на самом деле перед 2014 годом Янукович им там то ли пообещал, то ли даже продал какие-то территории, по-моему, в Крыму. И на Южной Украине, да, где-то там вот. Район Данузлава, там порт должен был строиться, пол Херсонской области под зерно там и так далее, там под кукурузу. То есть планов было громадье на самом деле у Китая. Почему они идут сюда? Потому что Украина близко к Европе, и они фактически рассматривают Украину как логистическим центром для проникновения в европейский рынок. Это все логично. One way, one belt, вот который нарисован, он же идет. Теоретически, когда они рисовали это в 2012-2013 году, он шел как раз через Россию, Беларусь, Украину, Молдову с выходом на Европу. Путин первый раз им все это сломал, когда напал на Крым и на Донбасс. Китай немного так отполз. И вообще, потому что с того момента, 2014 года, One Belt был остановлен фактически, заблокирован. А сейчас шанс был у них в феврале 2022 года. Если бы Путин, видимо, им пообещал, я сейчас быстро решу вопрос, и смотрите, и вы опять получаете то, что вы хотели в 2013 году. Он же Данузлав мог им уже давно отдать. Что он не отдал? Путин китайцам? Да. Если он говорит, если он обещал, то почему он не отдал? Не, он уже не отдаст, конечно же. Я вот об этом, я о том, что он кинуть там, где может, он всегда кинет. Это Янукович отдавал, а не Путин. Да, Путину просто Янукович, друг Путина, сидит в Ростове, как правопреемник, они должны были передать китайцу.
китайцам то, что пообещал Янукович. Ну, поторговаться они могли бы поторговаться. Дело в том, что, ну, все зависит от того, в каких бы они условиях там находились. Но это фантастика, такого уже никогда не будет. Поэтому Китаю сейчас, в принципе, вот если бы эта война дальше ослабляла Соединенные Штаты, в принципе, им ничего такого. То есть они фактически там имеют свои деньги на разных направлениях. Если эта война закончится усилением Соединенных Штатов, им это невыгодно, конечно же. То есть если их вообще выкинут с Украины, выкинут из Европы, а Россию вообще поставят вне закона, и там через российскую территорию вообще ни транспортировать ничего нельзя будет, ничего. То есть нужно будет строить какой-то middle коридор, а у Трампа, например, middle коридор это вот через Китай, Казахстан, то есть оригинально он делает Китай, Казахстан, Каспий, Кавказ, Черное море, Европа с выходом на Балтийское море, то трамписты предлагают отрезать Китай и начать все с Казахстана. Казахстан с его огромными возможностями, плюс центральноазиатские страны. Дальше Каспий, Кавказ, Черное море, Украина, Европа, то есть Польша, страны Балтии. И тут удар по Китаю, на самом деле. Ну, понятно, что трамписты будут все ломать Китаю, никаких one-way, one-belt'ов не будет, и все это совершенно... То есть усиление категорическое США. И Китай хотел бы как-то поиграться в этом. Они, наверное, молятся еще, чтобы победили демократы и не пришел Трамп. Это в китайских храмах сейчас, наверное, там круглосуточные молебены. Слушай, я не знаю, кстати, насколько это правда. Я только что вот прочитала в телеграм-канале Корпус стражей Исламской революции, что Хамас, Фатх и 14 палестинских группировок подписали декларацию единства при посредничестве Китая. Ну, опять же, если мы говорим более глобально, то можно сказать, что есть такое мнение у исследователей, у науковцев, экспертов западных, я их поддерживаю, что сформировалась, в принципе, есть ось зла, но там маргиналы находятся. Там находится Северная Корея, Иран, Россия, за определенной поддержки Китая, но это ось зла. А есть ось сопротивления западному миру, западной коалиции, западной цивилизации. И там, естественно, лидер это Китай, вторая это Россия, а дальше вот такая вот очень странный конгломерат. Туда входит и Индия, например, и входит Хамас. И входят какие-то, вот это как модное слово, такое, ну не модное, а такое слово клиентелла, да, вот эти вот по аутсорсингу работают всякие группировки, хуситы, я не знаю, все вот эти ребята, которые могут быть прокси Ирана, Китая, России. У России там свои есть вагнеровцы, бывшие там все такие ПВК и так далее, которые в Африке. Это все входит в маты, вот эта сложная матрица оси сопротивления. Она, если взять формально, конечно же, с НАТО не сравнится, но они работают по-другому. То есть они используют, во-первых, очень широкий спектр угроз, очень широкий спектр инструментов, и их очень тяжело победить, потому что они фактически неосязаемы. Вот эти все группировки, эти все криминалы, эти все какие-то радикалы и так далее, оно часто противоречащие друг другу, часто воюющие даже друг с другом, но на стратегическом, на смысловом уровне они действуют против Запада. И это все используется именно в интересах Китая, России, кто-то может использовать там, Иран, естественно, и так далее. Поэтому, да, это может быть, что сейчас группировки какие-то палестинские могут объединиться, а то, что Китай может это все спонсировать, ну, Китай может спонсировать через Иран, например, не обязательно напрямую. Точно так же, как талибы тоже, я считаю, что это прокси Китая тоже. Естественно, Пакистан, талибы, которые в свою очередь формируют нестабильность в этом регионе и могут формировать какие-то определенные
конфигурации внешнеполитические, в зависимости от того, как это нужно Китаю. Это очень удобно. Не, на самом деле, вот это, с одной стороны, эта история, она и как некая помощь демократам, да, потому что они же за мирное урегулирование палестинского, ну, не палестинского, а этого вопроса Газы. Вот. А, соответственно, в тот момент и основная проблема у израильтян это, а кто будет, собственно, управлять, потому что Хамасу они не доверяют. Вот. Ну, И тут как бы, когда единственным типа главой, вот я уже нашла на инсайдере заявление об этой пресс-конференции, это была, видимо, сегодня утром пресс-конференция в Пекине 14 палестинских группировок Хамаса и Фатха. И здесь, собственно, они сказали о том, что основным представителем палестинского народа, законным, единственным представителем палестинского народа является Организация освобождения Палестины. Ну, то есть это вот это, как это называется, западный берег, да, то, что находится с другой стороны. Но мне интересно, как Хамас на это согласился. Вот из комментариев опять... китайского министра осталось неясным, какая будет роль Хамаса в поствоенной Газе. Но как бы речь идет о поствоенной Газе и о том, что ООП забирает там влияние. Что, я думаю, для израильтян достаточно хорошее решение. Потому что иначе они просто не понимают, им тогда придется там оставаться своим контингентом постоянно, и непонятно, кому дать ответственность за эту территорию. Ну и мы же помним, что представителей Фатха в свое время хамасовцы, собственно, выкидывали из окон. Тут же смотрите, знаете, вот если дальше идти немножко на уровень выше, на самом деле Хамас стартанул со своей атакой на Израиль буквально за несколько дней до подписания между Саудовской Аравией и Израилем договора, который бы мог изменить вообще ситуацию на Ближнем Востоке. И вот это движение и является категорически важным для того, чтобы развивать как раз стабильную ситуацию на Ближнем Востоке и менять это все в сторону развития экономики. Это выгодно Китаю, но это не выгодно Ирану и России. Ведь вот это все ведет к тому, что цены на нефть могут падать. Ведь сейчас получается что? Нет напряженности на Ближнем Востоке. Значит, нефть начинает двигаться. Хуситов как-то, я не знаю, кто договорится с хуситами и так далее. Все это бьет по России. Все это бьет по Ирану, который теряет свои инструменты. Поэтому я думаю, сейчас будет в любом случае какая-то попытка дестабилизации с других прокси. Поэтому здесь вот очень интересная ситуация. И выборы, кстати, в США будут очень многое означать в этом деле. То есть для самого Израиля вообще глобально и для Запада вообще в целом, если будет подписан какой-то договор, такой общий договор между арабами и Израилем, но это же совершенно другая история, да, это будет, это выгодно для Индии, для той же, которая планировала организовать такой параллельный путь в Европу через как раз Индия, Ближний Восток, параллельно к тому One Way, One Belt, который планировал Китай. То есть там очень сложно все. Я не знаю, вот, что сейчас Китай вот это вот придумал, но посмотрим, насколько это будет успешно, стабильно и так далее. Потому что оно лежит как бы на поверхности, что арабы и израильтяне должны договориться. Но опять же, там очень много интересов, например, тех стран, которым выгодны цены на нефть высокие, а не низкие. Да? И понятно, они хотели бы сохранять свое влияние на это развитие. Поэтому нужно будет посмотреть еще, как это будет развиваться. Ладно, закончим с Китаем, перейдем, если можно, в Европу, в Германию. Здесь отправили за решетку бизнесмена за экспорт в Российскую Федерацию компонентов для БПЛА. О чем это нам можем говорить? О том, что наконец-то начали ужесточать санкции, начали этим заниматься, убрали российскую агентуру с каких-то позиций, где они могли бы их защищать? Абсолютно верно. То есть, на самом деле, ну, я знаю точно, что у немецких западных спецслужб все эти схемы были под руками. Это все было очень откровенно делалось. Но это же не какие-то там, грубо говоря, вот это уже конкретный контрабандист, да, вот, то есть он пытался, наверное, как-то, не знаю, там, каким-то образом скрытым перевести. До этого они вообще открыто все это через несколько стран перевозили. То есть фирма регистрировалась, я не знаю, где-то в Боснии, потом она приобретала товары, продавала в Армению, оттуда в Казахстан, а потом в Россию и так далее. Все это реализовывалось
вообще без проблем. С каких-то пор все это стало невозможно, потому что начали уже действительно бить по рукам. Это стало криминальной ответственностью, потому что до этого вообще криминальной ответственности за это не было. Какие-то штрафы там, закрывают фирму и так далее. Сейчас это все начали прикрывать, и, видимо, ужесточение привело к тому, что начали русские уже не брезговать и такой обычной контрабандой. То есть черные поставки, не серые какие-то полулегальные, а все-таки уже черные, нелегальные. Ну, предположить, что у немецких спецслужб нет информации по этому поводу, я бы не стал. То есть все это отслеживается, особенно русский гражданин. В Германии их много, на них все досье есть, поэтому если где-то начинает информация проходить, что этот человек где-то пытается купить товары военного назначения, все это очень жестко пресекается. То есть я не думаю, что все каналы уже перекрыты, но все-таки Западная Европа, я думаю, установит жесткие правила, и там все это будет намного сложнее делать России, чем до этого. Еще такая интересная новость. Посол Франции в Украине Гаэль Весьер сообщил, что «Мираж 2005» могут появиться в Украине через несколько месяцев. А вот F-16 все нам 18 месяцев уже передают. О чем это нам все говорит? Оно говорит о том, что много говорят, в том числе заявляют, да, и в том числе и Франция уже несколько раз нам почти передавала «Миражи», иногда «Рафали», когда слишком уж много говорили. Но на самом деле у нас ситуация такая, что все эти заявления, они уже мало что значат. Очень много заявлений, очень много разговоров. Для меня вот таким, может быть, Рубиконом стала ситуация с трагедией, российским военным преступлением в Ахмадете, когда это все происходило фактически на фоне саммита НАТО, да, и НАТО не отреагировало никаким образом. Ну, фактически, давайте вот скажем правду, не отреагировало вообще никак на это военное преступление. То есть кто-то там какие-то сильные пакеты сигналов или пакеты сильных сигналов готовили, еще какие-то сигналы. Не видно мне сигналов никаких. А то, что ну, французы говорят, что через несколько месяцев, ну, несколько месяцев это понятие растяжимое. Это может быть и год, может быть 5 лет, это тоже несколько месяцев. Поэтому я думаю, что все-таки вот когда они появятся и когда мы видим, насколько они эффективны, тогда можно будет говорить, насколько это все важно. А заявление очередного чиновника, ну все-таки оно уже где-то вот, раздражает больше, чем лучше. Тогда зачем говорить об этих миражах? Но если это какой-то внутриполитический контекст, ну окей. А если это куда-то для украинской аудитории, я не думаю, что это правильно. Нас, ну, украинцев это раздражает уже. Потому что кабы по-прежнему сносят нашу линию обороны, а F-16 пока у нас нет. И поэтому все разговоры о том, что нам будут передавать какую-то авиацию, Гриппены, Миражи, F-16, это, конечно, хорошо, но все же, я думаю, необходимо уже появление этих самолетов, хотя бы несколько штук, чтобы мы могли влиять этими инструментами, эти системы вооружения на ситуацию на фронте. Ну, кстати, вот сегодня в Покровске сбили самолет российский Су только что. Но мы не, да, Су-25? по-моему, но мы не понимаем, что это. Написана была какая-то бригада, по-моему, сухопутная бригада сбила. То есть это, скорее всего, какое-то, ну, их ПВО, да, это не самолеты. Хотя, вы же видели, в российских сообщениях было о том, что и на Староконстантинове стояли F-16, что на Василькове они стояли, потом, что они над Одессой летают с румынских аэродромов. Я уже просто уже удивляюсь, сколько аэродромов, где базируется F-16 в Украине, вокруг Украины, судя по российским сообщениям, если им верить. 66% жителей Южной Кореи хотят собственное ядерное оружие. О чем это говорит? Это говорит о том, что если дискутировать с нашими южнокорейскими коллегами, экспертами, они, естественно, поддерживают нашу позицию в том, что Южная Корея давно должна была перейти
на сторону добра, отбросить свой нейтральный так называемый статус, отбросить политику балансирования и помогать Украине, поскольку все, что происходит в Украине, касается напрямую Южной Кореи. Объясню почему. Потому что как только Россия подтянула Северную Корею и начала инвестировать в ОПК Северной Кореи огромные деньги, подтянула Китай с точки зрения сырья, станков и так далее, и начала передавать технологии Северной Корее, ну, это стало очевидно, что через какое-то время, скажем так, Северная Корея приобретет технологии атомных подводных лодок. Я напомню, что Северная Корея ядерное оружие имеет. То есть, когда была заморожена война на Корейском полуострове, то почему-то Северная Корея получила ядерное оружие. Да? В этот момент Южная Корея не имеет ядерного оружия. И какой-то момент, то есть был баланс, даже были разговоры о воссоединении и так далее, был такой период в истории корейцев. Но сейчас, на данный момент, явно идет, Россия пытается использовать Северную Корею как такой вот таран для дестабилизации ситуации. Не только Михаил, с давайте Южной уточним, Кореей. что это Советский Союз помог сделать Северной Корее ядерные ракеты. И он им передал Советский технологии Союз, и очень сильно в этом помогал советские специалисты. К сожалению, даже мой папа в свое время, в советское время, там занимался в Северной Корее по помощи в каких-то радио, что-то связано с радио, не знаю. Ну, радиоактивным что-то, или радио. Не-не-не, именно то, что касается каких-то радиодеталей, которые используются в ракетах. Просто, возможно, в тот момент он не знал, что это будут ядерные ракеты, но тем не менее, это делали советские специалисты. Советский Союз практически все передал Северной Корее, что у них есть. Плюс, конечно же, Китай потом начал активно работать. Собственно, Советский Союз и Китаю передал ядерное оружие. То есть, в принципе, понятно, что это все как бы исторические вещи. А вот то, что происходит сейчас, Россия начала передавать технологии атомных подводных лодок, которых пока не было в Северной Корее, технологии запуска с подводных лодок крылатых ракет, баллистических, и, естественно, новейшие технологии производства баллистических крылатых ракет, беспилотников и так далее. В результате баланс явно порушился. И Южная Корея вдруг начала говорить, а может быть мы не правы, вот это балансирование между Китаем, Соединенными Штатами, Японией и Россией. Считается, что это вот геополитические силы в регионе, на которые Южная Корея ориентируется, у них большие рынки. А я напомню, что Южная Корея, ну, скажем так, экономика, политическое влияние ключевое, это все-таки корпорации. Корпорации, которые формируют экономическую силу Кореи Южной, они влияют, естественно, на политику. И, естественно, они заинтересованы, чтобы Южная Корея сохраняла максимально нейтральный статус, если можно так назвать, с точки зрения сохранения рынков и сохранения конструктивных отношений и с Соединенными Штатами, и с Китаем, и с Японией, и с Россией, потому что они думали, что так можно долго протянуть. Уже нельзя, потому что Северная Корея начинает явно менять баланс, потому что ядерные подводные лодки с ядерными баллистическими крылатыми ракетами, которые Россия передаст, но это совершенно другая ситуация, потому что у Южной Кореи нет атомных подводных лодок, нет ракет с ядерными боеголовками. И хотя там, понятно, Соединенные Штаты очень сильно помогают Южной Корее, Южная Корея имеет мощнейший оборонно-промышленный комплекс, но этого явно недостаточно. И поэтому мы Южной Корее давно говорим, переходите к нам, будем вместе готовиться к противостоянию оси зла, иначе вам будет очень сложно. К сожалению, потеряно много времени. Вот фактически 2,5 года, пока Корея нам могла передать и самоходные артиллерийские установки, и танки, и различную бронетехнику. Более того, у них есть определенное количество Т-80 и даже БМП-3, которые они получили от России в 90-е годы в счет долгов. Они им вообще не нужны. Они давно уже могли бы нам передать. Южная Корея имеет сейчас хорошие оборонно-промышленные перспективы в Польше. Сейчас это основной партнер Польши. И самолеты им продают, и САУ, и танки, и различные системы другие. Сейчас они выходят точно так же на рынок Румынии. С Украиной пока не отказываются сотрудничать.
Но я думаю, что им нужно уже менять свой подход, и чем раньше, тем лучше. Потому что дальше будет ситуация, когда Северная Корея просто начнет уничтожать Сеул, например. Там 80 километров от линии разграничения. Поэтому, ну, скажем так, корпорации большие это хорошо, но когда они определяют геополитику, это не всегда правильно и не всегда в интересах страны. Да. К сожалению, да, вот мы видим, как те же хуситы, да, долетели своим дроном до, за что, конечно, Израиль нанес серьезный удар по, кстати, портовой инфраструктуре. Вы видели, наверное, да, эти эпические кадры, как горел порт, Хуситский порт, я забыла название, оно такое достаточно сложное. А что это, кстати, означает для развития дальше ситуации на Ближнем Востоке и самое главное для вот этого коридора по воде? В Да, Бабель-Мандебском да. проливе, да. Но дело в том, что Кстати, вот в извините, правда, чем... что хуситы еще потопили несколько российских судов? Там Ну, там было два. два Мгм. нападения на два танкера. Дело в том, что вот когда я говорил о оси сопротивления, вот у них в чем их сила? В том, что они действуют такими вот гибридными способами. Они могут менять тактику, могут менять углы приложения, скажем так, инструменты и так далее. И вот линейными ракетными ударами по хуситам невозможно остановить их атаки на логистику и на коммуникации, морские коммуникации в Мировом океане, к сожалению. То есть здесь нужны решения более высокого характера и влиять на их, скажем так, спонсоров. Потому что это прокси Ирана. Пока мы не повлияем на Иран, который вот-вот, кстати, завладеет ядерным оружием, это очевидно, и будет еще одна точка, регион, который будет категорически просто ну, влиять на глобальную обстановку. И, к сожалению, западная коалиция утратила сейчас инструменты, как на это все действительно эффективно повлиять и не допустить усиления Ирана. Очевидно, что Иран сейчас будет обладать ядерным оружием, и Иран таким образом, я думаю, что будет и дальше нагнетать обстановку, таким образом усиливая помощь хуситам. И сколько бы там ни наносили удары по их инфраструктуре, ну, скажем прямо, они не особо зависят от инфраструктуры. То есть они могут адаптироваться и заменить эту логистику какую-то своими другими способами. Поэтому красиво, мощно удары Израиля по инфраструктуре портовой, но я не думаю, что это может как-то реально изменить возможности Ирана через своих прокси дестабилизировать ситуацию вокруг Израиля. И, например, мешать морской навигации западных стран. Порт называется Ходейда, да, я вот сейчас даже покажу это изображение, просто чтобы наши зрители видели. Но там использовалось достаточно много, я так понимаю, самолетов, и F-16, и я так понимаю, что коалиция тоже участвовала в этом. Это был не только израильский удар. Возможно, да, но опять же, когда мы это оцениваем, то есть линейное противостояние оси сопротивления, оно не всегда эффективно. То есть вот люди типа Талибана, которые не смогли победить американцы за 10 лет, да, яркий пример. Или хуситы, которые, если сравнивать хуситов с вооруженными силами Израиля и Соединенных Штатов, ну там как будто бы, ну о чем речь, да? А на самом деле, вот смотрите, сколько времени они уже мешают, категорически мешают свободе навигации или, например, влияют на ситуацию в Израиле. Но, к сожалению, вот такая вот сейчас современный мир вот такой вот. Непрямое, гибридное использование прокси, Да, это даже все включая очень... подбитие российских суден, да, то есть, что говорит о том, что они все-таки прокси Ирана, а не прокси России, мне так кажется, Конечно, да. да, это однозначно. России просто выгодно, когда все это дестабилизируется на Ближнем Востоке, и тем более Бабель-Мандебский пролив, в котором там значительная часть нефти идет, естественно, это повышает цены на нефть. В России главное, чтобы цены на нефть были 90-100 долларов, и тогда у них бюджет наполняется,
можно нанимать своих контрактников, можно закупать в Северной Корее в У них Иране просто выравнивается бюджет страны, который боеприпасы. сейчас не Да, настолько выровненный с сегодняшними ценами на нефть. да. Так, еще вопрос. 18 июля над Одессой сбили первый «Искандер» баллистический. Ну, я так понимаю, что это появление какого-то вида ПВО, которое может сбивать баллистические ракеты, или СМТ, или Патриот. Мы не знаем точно. Не знаем даже, это блуждающий Патриот, СМТ или не блуждающий. А что нужно для защиты Харькова? Потому что Харьков, конечно, бьется каждый день практически. Харьков нужны, естественно, F-16. Потому что по Харькову используется, ну, кроме того, что баллистика, используются и кабы в некоторых случаях, были случаи использования авиационных бомб. Ну и вообще, то есть, в принципе, вот F-16, причем с всей номенклатурой вооружения. Как воздух-воздух для того, чтобы отгонять российскую, возможно, уничтожать какие-то воздушные цели, так и воздух-земля для того, чтобы бить по территории России вокруг Харькова на глубину, например, 200-300 километров. Я напомню, что в номенклатуре F-16 есть такие ракеты, очень похожие на Storm Shadow. Если нам разрешат бить этими ракетами по, например, по установкам Искандер, да, по установкам С-300, которые терроризируют Харьков, тогда это все немножко изменится. Русские просто перестанут бить по Харькову. Они не могут сейчас бить прямо артиллерией, то есть они, в принципе, пытались вот это вот в том числе продвинуться в Харьковской области для того, чтобы выйти на прямое применение артиллерии. Им это не удалось, очевидно, уже не удастся, но те инструменты, которые они используют, тут без F-16 мы не сможем изменить ситуацию, к сожалению. Тут нужен Но подход, мне кажется, когда есть самолеты у нас... надо сбивать, которые кабы вот эти несут. Ну, естественно, не, ну я говорю, то есть воздух-воздух, это для того, чтобы работать по российской авиации, но и кроме того, воздух-земля. То есть вот разведка выявила комплекс С-300, который находится на километров, например, 100 от Харькова, да, на российской территории. Вышел F-16, его немножко приложил, все. Дальше еще один появился, еще один уничтожили. Искандер появился, уничтожили. То есть разведка плюс ударный комплекс на базе F-16. Это может быть ключом к тому, чтобы русские просто решили, ну все, уже не можем мы, значит, бить по Харькову. Будем пытаться какие-то другие пакости делать. Но вот они сейчас чувствуют себя довольно комфортно, потому что мы не можем в реальном масштабе времени адаптивно все это делать. Ну, то есть для того, чтобы уничтожить Искандер на территории России, который находится там 200 километров от Харькова, но у нас просто сейчас таких возможностей нет. Следующий вопрос. Россияне показали эшелон Т-54 в Московской области. А зачем? Почему так происходит? И почему они это показали? Или это случайность, на ваш взгляд? Ну, почему показали, я не знаю. Это или казус, скажем так, съемки. Много видео сливается в сеть, поэтому тут другой аспект, что не нужно удивляться тому, что Россия гонит сейчас на фронт все, что у них есть. В последнее время, буквально там пару недель, появилось очень много осинтовских исследований, именно баз хранения вооружений и военной техники России, в которые фактически уже значительно опустели. Да? То есть это означает, причем по разным расчетам, естественно, разные сценарии использования этой техники. В любом случае, до конца 2025 года фактически вот эти базы хранения будут пустые. То есть они используют всю технику, которая у них есть. Это не значит, что у них закончится техника, потому что сейчас основная техника, которая есть на вооружении Вооруженных сил России, она в основном отремонтирована, восстановлена и так далее. То есть у них сейчас ОПК России в основном занимается восстановлением и ремонтом поврежденной техники, собственно, восстановлением той техники, которую снимают с баз хранения, в том числе танки Т-54. Старую артиллерию они начали массово снимать. И многие, конечно, говорят, это супер, но я бы не стал радоваться, потому что все равно они еще год могут ее снимать. То есть год это довольно большой срок. То есть это не то, что завтра не станет уже артиллерии или бронетехники в России. К сожалению, еще год они могут снимать и плюс еще какое-то время восстанавливать, ремонтировать. То, что у них новые танки производятся в минимальных количествах, это там 100, ну может быть чуть больше штук в год, и они уже никогда, то есть Россия сейчас идет к тому моменту, когда они уже никогда не восстановят тот арсенал, который они получили от Советского Союза. Не будет у них больше никогда там 10 тысяч танков или даже 5 тысяч танков.
Вот они сейчас... Слушайте, а я, кстати, слышала спор представителя CAT, Conflict Intelligence Team, с Майклом Найки, у них прямо в эфире был. И они говорили о том, что западные, как, не помню этого эксперта зовут, которые постоянно американские эксперты к нам приезжают, едут на фронт и потом дают свою оценку. Забыла его фамилию. Кофман, да. Кофман написал, что Россия сейчас в состоянии, по-моему, Кофман, по каким-то его данным, какие конкретно данные не указывается, производить 23 танка «Прорыв» в год. На что CAT говорит о том, что нет, 23 в месяц. А Nike говорит, да нет, наверное, в год. Но раз уже так пишут эксперты, неужели бы они не уточнили? Месяц это очень, очень оптимистично. Месяц 23. Я думаю, если 10, то есть они восстанавливают, может, они восстанавливают 23 Вот, да, месяца. Собственно, об этом и говорилось, что, возможно, речь идет о восстановлении или о переделке каких-то более старых моделей в более новые. Да, Т-90 разных модификаций, более старых в новые. То есть берем старый танк Т-90, возможно, поврежденный, может, с базы хранения, может, где-то взяли его, он стоял, скажем так, в некондиционном состоянии уже несколько лет, там, 10-15. Или есть такое еще, вот в Индию Россия там 1000 танков поставляла, но некоторое количество браковалось, и оно оставалось в России. То есть эти танки могут ремонтироваться, восстанавливаться и, например, модернизироваться там, до модификации «Прорыв». Возможно. В таком случае, да, 20 штук, 23 там возможно. А вот с нуля, когда мы берем и с нуля производим, выливаем броню там и все, вот, и так далее, очень маловероятно. То есть, действительно, новейшие модификации, вот, может, 20-30 танков они делают в год. Это так. А вот всех танков вообще могут выпустить 100. То есть, это так. Но я не думаю, что больше. И это означает, да, и поэтому танки Т-54 сейчас основной боевой танк, да, вот у них будет Т-62, сейчас Т-54. Но они едут, они стреляют. То есть, тут главное, что они бросаются в бой. Вот в чем проблема. И самое главное, ведь они сейчас начали минимум бронетехники использовать. То есть у них сейчас танки, вот эти с царь-мангалами этими, используются в основном как транспортное средство. У них даже там в основном пушка не двигается. То есть они в основном используют танки и другую бронетехнику для того, чтобы доставить штурмовую группу к какому-то рубежу и быстренько убегать. Часто, естественно, это им не удается, потому что дроны все это видят, дроны все это уничтожают, но такая тактика. Мотоциклы, гольфкары, танки, все это транспортные средства для штурмгрупп, которые бросаются в мясо вот так вот. Ну, потому что Путину нужно до декабря оккупировать Донбасс. Я даже слышала, знаете, что обычно же мотострелковые батальоны, да, это самый был такой простой, а сейчас у них просто есть стрелковые батальоны. Просто вот ну да, потому что, то есть, штурмовые батальоны, которым техника не нужна. То есть им техника нужна просто как транспортное средство для доставки в какой-то рубеж, а дальше пешком и вперед, чтобы занять посадку, занять какую-то позицию и так далее. То есть, ну, такая тактика сейчас русских. Они не жалеют ничего, но технику жалеют, потому что у них реальный дефицит. У них реальный дефицит техники, и они должны с этим считаться. Вот эти танки Т-54, мы можем, конечно, над ними смеяться, но эти танки, они едут... Они все равно стреляют, и они могут убить наших солдат. Тут единственное, если мы смотрим немножко в перспективу, да, Россия лишится своего бронетанкового потенциала в очень скором времени. И что они будут делать дальше, мне вот сложно сказать. Куда они смотрят? Они смотрят, видимо, что если заморозить войну... То они успеют потом производить больше. На 10, 15, 20 лет они сейчас... санкции снимаются. То, что написал Джонсон, кстати. Вот мы снимем санкции, примем их назад G7, и я хотел сказать, и опять начнем покупать у них газ, и прекрасно, да, то есть они будут зарабатывать там пару триллионов долларов в год и начать штамповать танки вместе с Северной Кореей. Так не надо. Вот об этом не надо говорить, что мы вернем G7, там и санкции снимать. Если вы хотите получить еще одну войну в очень быстром времени, потому что если вот так вот заморозить войну, то ведь мобилизация в Европе не произойдет, а произойдет демобилизация. Ну, в России. Россия будет все просто готовиться к следующей войне. Да. Россия будет снова готовиться к войне, а Европа снова скажет, ну, вот видите, все решилось, давайте опять займемся. Да, вернемся к business as usual. Михаил, давайте, у нас последние 10 минут остается. Я уже даже подготовила карту, она будет сама переключаться. Я взяла 7 дней последних, с 15 по 22, и прошу вас прокомментировать сначала северное направление на Харьков. Я увижу, что там увеличилось очень сильно количество подразделений российских. Вывожу карту. Да, тут
произошло вот что. Россия произвела после, ну, понятно, с мая они проводили свое наступление, так называемое Харьковское, и результаты мы знаем. В результате не удалось им выполнить то, что они ставили перед собой. Очевидно, конечно, у них были планы вообще прорыв фронта и выход к Купянску, возможно, выход даже к самому Харькову. И то, что я говорил, создание условий для артиллерийских уже непосредственно обстрелов Харькова, для того, чтобы начать разрушать Харьков непосредственно. Ну и, естественно, если ты контролируешь зону непосредственно перед Харьковом, там и авиация более свободно может работать, и ракетные установки и так далее. Не получилось. Но, что интересно, русские не отступают от этого замысла и продолжают, так как одной из задач этого наступления Харьковского было оттягивание украинских резервов, но на самом деле пока резервов тратит больше там Россия. И вот что произошло за последнюю неделю? Они провели и проводят сейчас еще перегруппировку. Они отправляют туда новые соединения, в том числе, например, морскую пехоту, десантно-штурмовые войска, очевидно, готовя новые штурмы и, очевидно, готовя новые этапы своего наступления. То есть, фактически мы можем говорить о том, что на данный момент Россия не собирается уменьшать натиск на Харьковском направлении. Логически, опять же, объяснить русскую душу тяжело. С военной точки зрения это очень и очень неэффективная операция. То есть Россия там потеряла уже огромные ресурсы. Перспектив, например, прорваться к Купянску сейчас очень мало. Да? То есть вот если представить, что нужно России сейчас предпринять, чтобы с Волчанска форсировать реку, пробить украинскую оборону и выйти, например, там, на направлении Купянска, я не знаю, что должно произойти. Но, во всяком случае, видимо, командование российских войск каким-то образом убеждает и начальника генштаба, и, видимо, Путина, я не знаю, на каком уровне принимается это решение, что, в принципе, наверное, вот-вот-вот, и все, и пойдет прорыв. Но если мы говорим, вот, например, направление Глубокого и Лукьянцев, это вот к западу, вот, ну, то есть Волчанское направление, есть Глубокий Лукьянцев, то там украинские войска последнюю неделю переходили в том числе и контратаки, и в основном русские здесь находятся. Я вообще понятно, вижу вот этот небольшой кусочек, я так понимаю, это Харьковская область, там где Сотницкий казачок, она, получается, на прошлой неделе вообще была освобождена. Они туда зашли, да, постояли и вышли. Это была попытка русских растянуть фронт, а вдруг, вот они, авось, украинцы сейчас туда перетянут резервы, а мы на Волчанске прорвем фронт. Не получилось, получили они там нормально, все там, кстати, был и в том числе такие более подготовленные подразделения, не просто пехота, там, я думаю, что там был и спецназ, и более элитные, скажем так, войска, они хорошо там получили и отползли. То есть там у них не получилось создать еще один плацдарм никакой. То есть по Харьковскому направлению, я думаю, что вот на этой неделе будет опять интенсивность здесь боев возрастать. То есть русские будут пытаться опять активизировать здесь боевые действия. Я думаю, что украинское командование, украинские войска к этому готовы. И поэтому интенсивность боев будет высокая, но я не думаю, что русским удастся каким-то образом изменить здесь ситуацию. Дальше вот направление важное, это Купянское, опять же, да, то есть где русские войска пытаются... Да, я передвинулась уже к Купянску, но я вижу, что здесь вот за последнюю неделю продвижение было в районе Песчаного. Они пытаются выйти на реку Оскол. Да, они продолжают движение, вот, и Лозова, и Песчаный, вот они пытаются в этом направлении, понятно, Борова, то есть вот этот вот плацдарм, который украинские войска занимают, они не оставляют надежд этот плацдарм очистить, скажем так, оккупировать, для того, чтобы создать давление, естественно, на Лиманском направлении. Потому что, опять же, если мы говорим о основной задаче российских войск до декабря, это все-таки оккупация Донецкой области полностью. Если мы посмотрим, естественно, на карту, что сейчас происходит, это наступление, то есть, скажем так, Торецкая, вот эта Торецкая операция, да, у которой есть Часов Яр, это северный фаз, есть сейчас вот на Воздвиженку уже, да, вот если говорить, это южный фаз,
плюс, естественно, сама турецкая агломерация. Это три направления, которые сейчас активны, но понятно, что если мы говорим о Славянске-Краматорске, им необходимо активизировать лиманское направление, которое точно так же должно создавать давление на украинские войска с точки зрения оккупации всей Донецкой области. Ну, то есть невозможно там говорить о каких-то прорывах на турецком направлении, если у тебя лиманское направление провисает. И вот России приходится давить на всех направлениях. Это очень сложно, понятно, это огромные ресурсы тратятся. Но они вынуждены спешить, у них нет времени. Перед ними очевидна задача до ноября-декабря достичь решительных успехов. Вот достичь того, что Путин перед ними ставит эту задачу с 2014 года. Давайте вспомним, что эта задача перед русскими стоит с 2014 года. Оккупировать весь Донбасс. Они это сделать не могут сейчас. Но я вижу, что они, извините, что я перебиваю, что вот направление удара на Нью-Йорк, они вот этот свой плацдарм, который был такой узкой полосочкой, они его расширили за последнюю неделю. Незначительно, Да. там, я не могу сказать, что это какое-то большое расширение, то есть он и так там 2 километра где-то сейчас в глубину, 2,4 километра, но они его сделали с 1,5 километра до 2,4. Ну, смотрите, да, то есть тут они хотели бы, естественно, соединить вот эти два направления, Нью-Йорк и то, что происходит, вот если мы смотрим на Торецк. Ну, зализные шумы, Да. вот это направление, да, явно. Да. То есть здесь, что было понятно, ну вот Нью-Йорк сам, он в низине находится, и по нему они хотят пробраться, вот объединить вот эти плацдармы, то есть фактически создать более удобные исходные рубежи для наступления на турецкую агломерацию, которая здесь очень сложная с точки зрения наступления. Они пытаются сформировать себе вот такой плацдарм. Угу. Поэтому я могу точно сказать, что на этой неделе интенсивность боев не уменьшится. Точно так же будет Часов Яр, Торецк, Нью-Йорк, здесь на направлении на Покровск, Воздвиженка. Здесь она фактически остается единственным населенным пунктом, который уже отделяет от развязки вот этой ключевой на дороге между Константиновкой и Покровском. Поэтому здесь русские будут, конечно, пытаться максимально развивать успех. И именно здесь будут самые интенсивные боевые действия. Угу. Поэтому Но они вот еще так. там не дошли. Я могу сказать, что там еще, конечно, не дошли. Не, они не дошли. Я говорю, что вот получается, что единственный населенный пункт, который здесь остается, вот, это Воздвиженка. Угу. Понятно, что это не буквально, мы же не населенными пунктами говорим, а все-таки есть оборонительные линии наши и так далее, и поэтому не все здесь так просто и ну, там дороги идут, там были такие... Я просто там ездила в прошлом году, я была в Очеретином, и я ехала как раз по этой дороге, я так подозреваю, через эту же Воздвиженку. Да, то есть получается, что вот на фронте именно вот эти направления будут самыми активными. И меня, например, удивляет, конечно, Харьковское направление, ну, условно, вот, Волчанское. То есть какие-то задачи они перед собой ставят, которые, возможно, они себе считают реальными, но, как по мне, это просто израсходование ресурсов. Ну, для нас это, конечно, хорошо. То есть, если они туда будут в эту топку бросать все больше ресурсов, это означает, что у них не будет достаточно ресурсов на Донбассе. И это означает, что они на Донбассе теряют концентрацию ресурса и не смогут достичь темпа, который бы они хотели достичь. То есть, вот это распорошивание своих ресурсов, оно в любом случае аукнется и аукивается уже прямо сейчас для российских возможностей. На юге я поставила за неделю, я не вижу здесь каких-то особых серьезных продвижений. А вот там Курахово, Карловка, что там? Там тоже, ну то есть есть там попытки движения, но опять же никаких пока каких-то продвижений не получается. То есть опять же они пытаются концентрироваться, но все-таки главное сейчас сосредоточение у них усилий это Торецк, это все-таки Часов Яр и все-таки Воздвиженка. То есть они пытаются здесь создавать максимальное напряжение. Остальные напряжения, они, понятно, что они не оставляют попыток штурмов, они не оставляют попыток прорывов, очень активно они применяют кабы. Они, особенно вот турецкое направление,
Уже и по Константиновке летят, кстати, кабы. То есть они, к сожалению, кабы остаются их основным инструментом продвижения вперед. Что бы ни говорили там, что F-16 ничего не поменяют, и у нас слишком много иллюзий. Возможно, у нас слишком много иллюзий. Дело в том, что мы не знаем действительно, как F-16 это просто инструмент. Главное еще его использовать. Главное то, как его наши пилоты будут использовать, как эти F-16 будут, насколько они будут защищены от российских средств поражения и так далее. Но теоретически F-16 должны многое что изменить, потому что, во всяком случае, российская авиация не сможет так легко работать по нашим войскам, по нашей инфраструктуре, по нашей логистике своими кабами. Даже, многие говорят, да, они не точные, они не точные, но они уничтожают все, куда могут достичь, попасть, и за счет массовости они свою работу делают. Уточнить сегодняшний удар по порту Кавказ. Во-первых, вообще непонятно, чем он был сделан, потому что есть разные сообщения в телеграм-каналах, есть сообщения, я имею в виду российских, есть сообщения о том, что это была низколетящая ракета, есть сообщения, что это были беспилотники, но тем не менее попали по железнодорожному парому и какой-то портовой инфраструктуре. Видео, к сожалению, нет, но сообщил губернатор, что есть погибшие там и раненые. А что это было и зачем? Важнейшая задача, блокада Крыма, это важнейшая задача, которая может поменять ход войны. Мое мнение, что Крым занимает ключевую роль не только в, скажем так, матрице Путина, его психогеополитической, скажем так, имперской, но и с точки зрения военной, блокада Крыма, она приведет к тому, что мы сможем влиять на ход войны через давление на Россию, именно через блокаду Крыма. Даже я не говорю по деоккупации пока Крыма, а именно блокада Крыма. Блокада Крыма это означает полное уничтожение коммуникаций. Коммуникации, морская коммуникация. По морской коммуникации у нас, в принципе, работа идет эффективно. Русские корабли очень боятся работать свободно и осуществлять какую-то работу активную в Черном море. Второе, это паромные переправы. И вот удары не только по самим паромам, хотя паромы, естественно, нужно уничтожить, но и по инфраструктуре, которую сложнее будет восстанавливать, если туда будут регулярно прилетать. И останется фактически мост. Но мост будет, видимо, уничтожаться, когда будет уже, собственно, операция по блокаде с наземного коридора. Потому что пока есть наземный коридор, все-таки паромы, мост – это как бы дополнительные инструменты. Наземный коридор – это более стабильная для России штука пока, к сожалению, которую нам тоже необходимо будет перекрывать. И поэтому работа по коммуникациям, по логистике, она важнейшая в деятельности вооруженных сил Украины. Это, я считаю, одной из ключевых задач. Еще были удары по аэродромам активные на этой неделе. Был и пожар на аэродроме Миллерово, по-моему, Морозовск тоже был атакован. Естественно, аэродромы, где базируется тактическая авиация, те самые Су-34, которые бьют по нам кабами, естественно, это тоже задача, которая, к сожалению, нам не разрешают бить туда западными ракетами. То есть, вот когда говорят, нам не разрешают бить западным вооружением, именно об этом идет речь. То есть, разрешить нам бить по аэродромам базирования тактической авиации на глубину 300 километров, это означает, что тактическая авиация была бы отброшена. И радиус боевой их радиус уменьшился бы значительно, на 300 километров. Это значительно. И поэтому, к сожалению, мы пока выходим теми инструментами, которые у нас есть. Рано или поздно, я надеюсь, что мы в начале нашей программы говорили о том, что Байден мог бы поменять свою позицию, разрешить нам бить вооружением западным на 300 километров. Это бы изменило ситуацию. Тогда мы могли бы просто зачистить все аэродромы, не все, но, скажем так, основные аэродромы противника, где есть подготовленная инфраструктура для базирования тактической авиации. Слушайте, вы знаете, да, про аэродром Оленья, что недавно американские стратегические бомбардировщики впервые совершили учебный полет в Финляндии на границе с Российской Федерацией. И они приближались к Кольскому полуострову максимально близко с юго-западной стороны, сделали круг, вернулись на юг. Находились недалеко аэродром Оленья, с которого обычно взлетает Ту-95МС для нанесения ударов по Украине.
По поводу пролетов Б-52 я бы здесь не очаровывался. Самолет красивый, но это демонстрация, скажем так, демонстрация решительности противостоять российским агрессивным действиям. И все это исходит из джентльменской игры холодной войны. То есть это явно Украине не поможет. То есть многие говорят, вот сейчас они пролетели, они там и сейчас и в Румынию прилетели Б-52. Ну, прилетели, супер. Но когда администрация Байдена говорит, наша главная задача не допустить эскалации конфликта, то здесь как бы, что есть Б-52, что нет Б-52. Играть мускулами можно, но когда ты говоришь, я не хочу вступать в драку, то не надо даже доставать пистолет, когда ты не пытаешься им пользоваться. Это вызывает больше раздражения противника и издевательства противника над тобой. Если ты достаешь Б-52, то будь готов его использовать. А я очень сомневаюсь, что, во всяком случае, нынешняя администрация готова использовать не только Б-52, но даже и оружие послабее, скажем так. Ну что, отвечаем на последний вопрос. У нас тут есть, конечно, вопрос про Кулебу и Пекин, но мы уже на него ответили в программе. Есть еще такой вопрос, странный немножко. Мнение отдельных россиян об Украине сложилось от рассказов неких беженцев с Донбасса, которые рассказывали ужасные вещи, которые творят там ужасные вещи. Ну, я не совсем понимаю ужасные вещи, кто творил, но... украинцы. Не, там, знаете, кстати, я просто смотрела вот даже некоторых российских блогеров, которые ездили там сами, например, там в Мариуполь, смотрели, что там происходит. И у них, конечно, мнение очень сильно поменялось. Они говорили там, например, и с той, и с другой стороны. Забыла, это историк, достаточно молодой парень, но он известный историк российский. Но он говорил, что в основном говорят ужасные вещи про украинцев те люди, которые либо остались на оккупированных территориях, и у них нет другого выхода, либо очень сильно зависят от российской власти, и у них нет другого выхода, как играть свою роль, как рассказывала эта женщина про мальчика в трусиках. Вот, поэтому я думаю, что я бы к этому серьезно не относилась. Не знаю, может быть, у вас другое мнение. А вопрос в чем? Вопрос в том, почему так происходит, наверное. Потому что они зависимы от российской власти или вообще от этих бандитских формирований. Если украинец едет в путинский режим, то есть я бы не называл эту страну Россия, вот путинский режим, да, ты едешь, ты приезжаешь и говоришь, о, украинцы такие классные, Киев прекрасный город, там живут прекрасные люди. Зачем вы напали на Украину, да, вы идиоты. Все, это дискредитация власти там от 5 до скольки-то лет. Конечно же, человек будет приезжать и говорить, да не, украинцы это просто сволочи, это нацики, это в Киев невозможно приехать, там сразу же тебя за русское слово расстреляют и так далее. Дайте мне пособие, пожалуйста. Все. Поэтому я бы к этому серьезно не относился. Посмотрим, что будет после Путина или после Трампа. Посмотрим. То есть сейчас ситуация какая есть. А вот давайте изменим хоть один фактор, один аспект, и потом посмотрим, кто что будет говорить. И сами русские, и украинцы, которые уехали в Россию, как они будут потом проситься назад. То есть это все очень быстро меняется. Тот, кто жил в Советском Союзе, знает, как это бывает. Ну да, и люди, в принципе, многие сами не верят в ту пропаганду, которая им льют в уши. Спасибо большое, Михаил. Напоминаю, что это был военный эксперт Михаил Самусь. Подписывайтесь на его соцсети, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Увидимся завтра. Завтра у нас Максим Кузахметов, который нам расскажет, почему Ингрия должна быть свободной. Спасибо большое, Михаил. До свидания. Спасибо, да. Спасибо за приглашение. До свидания.